Въезжаем сюда. Ура! Мы доехали! Капец, вот только посмотрите вообще. Тик-тик-тик. А вот Кока-Кола. Всем привет! Наконец-то мы здесь, чтобы обсудить, как Парелли и его команда приручали диких флоридских мустангов. День у нас начинался с 9 утра и должен был заканчиваться в 4. Но, как бы мы ни хотели, программа заканчивалась где-то в 6. Парелли не мог точно сказать, в какое время мы сможем закончить определенный курс, определенный этап приручения мустангов, поэтому он всегда говорил, что мы задерживаемся, и желательно, чтобы все оставались, на местах, чтобы увидеть своими глазами полный результат. Конечно же, все оставались. Я решила сделать подробное видео, все, что проходило на арене, этап за этапом, какой был процесс, что происходило, что будет происходить. Вы это все увидите здесь. Видео получилось длинное, но это только первый день, потому что, так как я не только хотела показать Парелли, а также немножко о конном центре, где я была. Самая программа, которую нам выдавали, мы видели мустангов 2 раза в день. Получается, утром, когда они только выходили, потом был перерыв обеденный, потом были другие выступления студентов Парелли и также людей, которых он позвал на свое мероприятие. И потом опять были мустанги, и это уже было заключительное на наш день выступления. И так было в течение 3 дней. В первый день мустанги были привезены, и сразу же с трейлера мы видели, как они выходят, и прямо внутрь арены они выбежали. Потом же последующие дни они жили на улице в Большой Леваде. Получается, она соединена с ареной внутри и с ареной на улице. То есть если вы увидите то, что когда они выбегают обратно, они выбегали, получается, как раз-таки в эту Леваду, где они ночевали. Еще раз повторюсь, то, что вся информация придумана не мною. Все, что я буду говорить, это уже переведенное от Парелли. Все слова, все этап за этапом, все как было. Я лишь только перевожу результат, и вы увидите своими глазами, что Парелли и его команда сделала за 3 дня. Всем спасибо. Смотрим. Ребят, вот здесь будут дикие лошади находиться, и мы сможем их видеть.
очень близко. Так, снимаю вам все. I'm good. How are you, Miss Claudia? Hi. You have a good. Ну вот, ребят, это наш первый день и наша первая встреча с мустангами. Порелли держался подальше от них и смотрел на их реакцию, так как мы заметили, что мустанги боялись именно лошадь с всадником. Они не боялись людей, которые стояли рядом за ограждением. Они не боялись нас, они боялись конкретно именно лошадь всадником. И у Порелли была теория, то, что этих мустангов уже когда-то пытались поймать, так как они очень сильно реагировали именно на всадника на лошади. Мустанги просто бегают по всей арене, тем самым им нужно время, чтобы вообще, в принципе, понимать, где они находятся, что происходит. Поэтому на данном этапе мы ничего не делаем абсолютно. Порелли лишь только меняет направление мустангов, чтобы они бегали в разные стороны. Для мустангов всадник с конем это было что-то очень страшное. То есть они не боялись так сильно людей и все, что вообще происходит, нежели человека именно на лошади. Также обратите внимание на самих мустангов. Посмотрите, как они группируются, как они держат свой табун. Обратите внимание, кто на какой позиции находится, так как это очень интересно. Порелли не бегает за мустангами, он не пытается их как-то напугать или преследовать их. Он просто смотрит и наблюдает за ними со стороны и меняет направление. Это было первое. Что Порелли хотел донести до нас на первом этапе, это поведение лошади в табуне. Мы не пытаемся поймать их или что-то с ними сделать. Мы пытаемся их приручить. Чтобы их приручить, сначала нужно понять каждую лошадь и понять, кто какую роль играет. Где жеребцы, где кобылы, кто главный, кто стоит впереди, кто стоит сзади. Если мы не разберем конкретно этот табун и не поймем, кто где стоит, какая лошадь самая легкая, какая лошадь самая сложная, то дальше мы не можем никуда двигаться, так как это будет просто полнейший хаос. Что мы не пытаемся сломать мустангов, мы пытаемся их приручить. Именно слово «приручить». Чтобы приручить их, нам нужно сначала их понять. Опять же, внимательно смотрите на психологию и на поведение мустангов в табуне. Кто какую роль играет. Хочу, чтобы вы заметили вот эти две лошади впереди. Первый рыжий – это жеребец, вторая – кобылка. Не путайте эту серую кобылу с жеребцом, который обычно идет в заключение табуна. То есть он как бы защищает табун сзади. Обратите внимание на эту пару, потому что мы будем их видеть и смотреть на их поведение в последующих сериях, так как они всегда держатся вместе. То есть этот жеребец постоянно выделяет эту кобылу из остального табуна и пытается защищать именно ее. То есть это его конкретно подруга, которую он не хочет поделить. Но здесь мы видим, опять же, два жеребца в одном табуне.
Конечно же, они постоянно делят свою территорию, делят своих кобыл. И им это, конечно же, не нравится. Поэтому постоянно идут стычки. Но что говорит Парелли в этот момент? То, что спустя какое-то время, то, что они бегают по всей арене, что они уже знают каждые пути из одного круга в другой круг. То есть они уже начинают сейчас драться. Что это говорит нам? То, что они уже не так сильно отвлекаются на самого Парелли, им уже не так страшно вообще, что происходит вокруг, раз уж они решили подраться. Так как у лошадей инстинкт самосохранения на первом месте. То есть если они уже начинают драться между собой, опускать голову, ходить куда-то, то есть уже не бегать, а уже спокойным шагом ходить, то это уже говорит о расслаблении. То есть мы уже на верном пути. То есть, опять же, вот Парелли сказал то, что когда они только прибежали в арену, самый главный для них это был Парелли. То есть они на него все внимание обращали, за каждым его шагом, получается, убегали от него, так сказать. Сейчас же они более расслаблены, значит, для них важно уже сейчас подраться, нежели смотреть на Парелли и ждать, что он, допустим, нападет, как инстинкт самосохранения, самовыживания. Вот наши жеребец и кобылка. Постоянно они выделяются из стада, то есть этот жеребец рыжий постоянно ее уводит. То есть как бы пытается показать, пытается рассказать другим лошадям, то, что вот это его кобыла. The prey animal world is completely different. Raise your hand if you've ever owned a dog that sleeps more than 12 hours a day. Because they know they don't taste good. Вот он наш жеребец. И также в этом табуне есть еще один жеребец, но он не проявляет свою агрессию. Скорее всего, это молодой, он просто сливается с стадом, но, как выяснилось, во всем табуне 3 жеребца. Вот, смотрите здесь, что произошло. Жеребец остановился, за ним остановились 2 кобылы впереди. Что происходит дальше? Другие 2 кобылы тоже остановились, так как главный лидер. Ну и, следовательно, дальше остановились и другие лошади. Почему я вам это говорю? Чтобы вы конкретно обратили внимание на каждую лошадь, что вообще происходит, что каждая лошадь думает, как она действует, и как это все в табуне взаимосвязано. То, что в табуне есть один лидер, в нашем случае их 2, но слушаются в основном серого жеребца. И постоянно они дерутся между собой, и рыжий постоянно хочет отбить и доказать, что он главнее. Но у него это не выходит. Но вы посмотрите, насколько лидер в табуне, насколько это голова. Так как все лошади сразу же остановились и сразу же развернулись и ждут конкретно серого жеребца. When we were sorting these horses, I had to be careful because some of those stallions, because I was on a gelding, some of those stallions started, the gray one, well, actually the gray and the red, both came over and challenged my horse. Парелли сказал, то, что была попытка этих жеребцов напасть на жеребца Парелли, на котором он сейчас, так как они защищают своих кобыл, свой табун, и не желают других лошадей вторгаться в их табун. Тем самым он говорил то, что когда мы будем их сортировать, всех лошадей по разным бочкам, нам нужно быть осторожными, так как жеребцы могут принять вызов, тем самым напасть на лошадь. Что мы сейчас хотим от мустангов? Чтобы они успокоились и расслабились, так как они бегают по всей арене, у них очень большой адреналин. Когда кортизол будет понижаться, они будут расслабляться. И все, что мы хотим на данный момент, это чтобы они начали думать своим левым полушарием мозга, а не правым. На данный момент у них в голове только свои инстинкты. Чтобы они начали думать, а не реагировать. Делали какой-то выбор, а не просто бегали. Парелли хочет, чтобы лошади начали думать, а не реагировать на ситуацию. Это сейчас наша цель. Мы видим, что мустанги потихонечку начали расслабляться, начинают потихонечку оценивать ситуацию, где они находятся, что происходит вообще. То есть не просто бегать от инстинктов, а уже думать. Сейчас произошло то, что лошади начали думать, принимать свои решения. То есть некоторые лошади пошли налево, некоторые лошади пошли направо. Так как раньше они бегали вокруг всей арены, сейчас же они завернули в ближнюю сторону, в левую, но в середину.
Это хороший знак, так как они сделали другое решение, другой выбор. Open some gates and see what happens. Сейчас Парелли открыл одну из бочек, чтобы But I gotta туда remember which забежали gate лошади. not to open. Но мы не пытаемся их поймать опять же. Мы просто показываем разные места, что из них можно так зайти, так и выйти. Like, so what I want you guys to do is one person in that corner, one person in that corner, okay? Сейчас Парелли зовет свою команду. Каждый будет стоять на определенном расстоянии, куда поставит их Парелли, чтобы лошади были в одном кругу. Их будут сортировать в разные бочки. Ну, давайте по очереди. Для начала нам нужно показать всему табуну, что в бочку можно зайти и выйти. Что происходит сейчас? Мы пытаемся завести лошадей в середину, то есть люди будут стоять и не пускать их за пределы, Ooh, new decision, see? где они смогут сделать свой выбор. And we're going to try and block these little entrances there. Okay? See, yeah, if they want to come in here, so come over, actually maybe go around over there. Keep walking, go fast. Stop, watch yourself. Can somebody block them down there? Easy, easy, easy. Для начала нам нужно завести весь табун в одну бочку, потом уже по одной во все остальные. Почему это так важно? Мы не сразу начали с сортировки мустангов. Мы дали им время, мы дали им побегать по всей территории, мы дали им время расслабиться, а не просто бегать по всему кругу, а делать какие-то завороты, думать, в какую сторону повернуться. Вот здесь мы заблокировали все входы и выходы и сделали большой круг, где лошади могут быть в середине и выбрать свою бочку. Spaghettios. Вот это все очень важно. Мы не просто запустили мустангов и начали сразу их рассортировывать, ловить, навешивать на них веревки, еще что-то. Все идет постепенно. Самое главное, это, конечно же, когда лошадь уже думает не инстинктами. И это самая главная задача – расслабление. Так как если лошадь думает инстинктами, она напугана, она не расслаблена, у нее задрата голова, она бегает и не может остановиться, ее переполняет адреналин, кроме как сломать лошадь, у человека ничто не получится из этого сделать, так как лошадь для начала должна расслабиться. Две лошади сделали свой выбор зайти внутрь бочки. Well, what do you know? Oh, dang. Опять же, мы не закрываем ворота, мы лишь показываем, что можно зайти и можно выйти, чтобы лошадь понимала, что это не какое-то место, где тебя сейчас закроют, и все, и начнется паника. Тут девочки блокируют им путь, специально, чтобы они оставались в середине. How do horses feel, think, act? Парелли утверждает то, что все лошади любят играть, и только через игру, через их игру мы можем присоединиться к ним и создать контакт и понимание. Ведь лошади обожают играть и играют каждый день. Просто человек порой не замечает этого. Но лошади обожают играть друг с другом. Будь ли это какая-то маленькая драка или же это какая-то догонялка, это может быть негативная игра, может быть позитивная, но все это считается игрой. Ну вот, наконец-то лошади выбрали бочку и зашли туда все вместе, что мы и ждали, и чего мы добивались. И еще раз я повторю, мы не закрываем дверь, ни в коем случае. Мы не хотим создавать никакой паники. Мы должны показать лошади, что это домик. Это не место, где тебя закроют, и это не место, где нужно паниковать, а это именно то место, где ты можешь расслабиться и где тебя не будут трогать. Ну а что же делает обычный человек? Он пытается поскорее, вот, наконец-то все, закрываем. Нет, это главная ошибка, которую делает почти каждый человек. Лошади по своей природе клаустрофобики. То есть лошадь не может думать, она начинает думать инстинктами, она начинает паниковать, а адреналин начинает подниматься, и из этого уже мало что хорошего выйдет. We could open some panels up. We can do like I'm wanting to see easy, yeah. Good. I like pretty much making a game out of everything. Has anybody ever played this game? So this is just a game to see
Что делает Парелли? Как команда стояла, она продолжает стоять. Мы не закрываем двери, мы 3-4 раза ждем, пока табун зайдет и обратно выйдет. Опять зайдет, опять выйдет. То есть, как только табун выходит, группа начинает прессовать их, давать какое-то давление. Как только табун начинает заходить в свой домик, в эту бочку, все, давление уходит. Этим самым лошадь понимает, что, ага, вот когда мы там внутри, нас не трогают, значит, там безопасно. А когда мы выходим, нас начинают прессовать. So John, the next time they come out, please shut the gate. Что делает табун? Он начинает оставаться внутри и понимает, что там безопасность. А так как мы сделали из этого игру и показали им то, что безопасно именно там, внутри, а не снаружи, лошади начинают понимать и оставаться внутри бочки. Так вот, когда лошади понимают то, что да, вот это то место, где нам нужно быть, это безопасное место, тогда мы можем закрыть ворота. Только когда мы видим эту уверенность в лошадях. Но вы подумали, что мы закроем этих лошадей именно в той бочке? Нет. Мы закрыли дверь, чтобы они выбрали другую бочку. И проделали все то же самое, но с другой бочкой. И так на каждую бочку, чтобы каждая лошадь знала это место, так как мы их будем сортировать по отдельности в разные из бочек. We call these herding sticks, not hurting. Herding sticks. Okay? And our carrot sticks will herd the horse, the driving game. We're going to have to teach them all 7 games. So what we've been playing so far, we're still playing the friendly game, and we've been playing the driving game. And tomorrow you're going to have dry sand that weighs a whole lot less. There's a thing called transoevaporation. Итак, сейчас цель следующая бочка. И опять все то же самое с каждой из бочек. Пока весь табун не поймет то, что нужно зайти в каждую бочку и в каждой бочке безопасно. You might just be riding one of those in about 3 seconds. Just kind of wait right there. See, right there, you're helping them get confidence with your personal space. So don't be in too big a hurry to. А здесь же произошло то, что один из лошадей проявил интерес к этой девушке, но эта девушка отогнала лошадь. На что Парелли сказал: ты упустила свою возможность, так как лошадь проявила к тебе интерес, тебе нужно было принять эту возможность пообщаться с этой лошадью. Как мы все знаем, когда две чужие лошади хотят познакомиться, они начинают носами друг к другу прикасаться и нюхаться. То есть в этой ситуации ей нужно было не отгонять, не показывать, что сразу нет, не подходи, а нужно было тоже проявить интерес к этой лошади и попытаться подружиться с ней. Заметили, как расслабились лошади? Они опускают голову и исследуют каждый угол. Это говорит о том, что лошади более уверенно себя чувствуют. Сейчас мы видим, что они зашли уже в другую бочку, уже все более расслаблены, уже никто никуда не шарахается, спокойно зашли, спокойно вышли. Your left, there. You 3 a little more forward. Robin, you a little more forward. Easy, that's enough. Ну вот, наконец-то, когда все лошади побывали во всех бочках, двери не закрывались, то есть все было свободно, все было спокойно. Теперь начинается этап рассортировки каждой лошади. I promised. I don't care where he goes. I don't care where he goes. Just go. He can go anywhere. Just watch him, guys. Watch him. Shut the door. Мы сразу же решили убрать жеребца. То есть главный жеребец у нас остается вне табуна. There we go. Get back in your place. Raise your hand if you're learning anything. Ну, понятное дело, жеребцы. Серый жеребец очень сильно недоволен, то, что он остался от всех отстранен. А тот самый рыжий жеребец остался со всем табуном, со всеми девочками. Что сейчас происходит? Мы должны поместить этого жеребца в бочку.
И это будет не сложно, так как мы уже прошли через это со всем табуном вместе. Помещайте в бочку, которая находится в середине, чтобы этот жеребец видел всех вокруг себя. Louder. Кстати, забыла сказать, у каждого мустанга было свое имя, которое им дали на Парелли Эвенте. Этого серого жеребца звали Профессор, и он был под номером 7. Now. Up and down. Ну и принцип вы поняли. Каждую лошадь теперь выводят по одной и помещают в одну из бочек. Я не стала резать очень много видео, потому что я хотела, чтобы вы видели тоже весь процесс более подробно в деталях, чтобы это не было как-то сильно урезано. And the crowd goes wild. Чтобы вы тоже наблюдали за всем процессом, чтобы вы видели, что происходит, кто куда пошел, как ведут себя лошади, как ведут себя люди, кто где стоит, потому что это важно, чтобы вы тоже поняли, что вообще происходит и что происходило. Парелли говорит, что делать команде, и очень-очень требовательный, так как если что-то происходит не так, лошадь или убежит, или не получится сделать то, что хочет Парелли. Если вы слышите, как Парелли на кого-то кричит, значит кто-то облажался. Try to go there. Что они хотят? Они хотят завести эту кобылу в леваду, которая находится ближе к нам. Поэтому он говорит, кто на какой позиции должен стоять, кто должен давать давление, кто должен отпускать это давление. Everybody stop. 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 Don't let him bite. Don't let him bite. Robin. Don't let him bite. If you guys will hold your sticks like this by the handle, with the facing down, and go like this. Up and down with your hands. Up and down. Up and down. Up and down. There. Up and down. Now flick it. Flick your string. That's enough. Try to put it again. A little bit more. Josh, it's your game. Keep working. Keep working. You gotta have some choice. You guys gotta step in here a little bit. Todd, step forward. Todd, step forward and wait for the change. Robin, you're too. Robin, stop. I didn't tell you to go forward. I told Todd to go forward. Todd, step forward. Josh, step forward. Stop. Now put some foot right there. That nose has got to go toward the gate. Come on. Get a change. Easy. Stop. Robin, step there. Easy. Опять же, что происходит? Мы не закрываем дверь, но мы показываем то, что внутри безопасно, а снаружи мы тебя прессуем. Back up a little bit. Now forward. Robin, John, Rom, John. То есть тебе лучше зайти вовнутрь и быть там, потому что когда ты заходишь внутрь бочки, все, давление уходит, люди расходятся, все становится прекрасно. Touch, then pressure. That's good. Now some pressure. She's got to go, guys. Make it hard for her not to go. Make it easy for her to look. Easy, back up. Now put her in. Put it toward her. Put pressure, 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 pressure. Back up. Wait. Don't go rushing and shutting that gate. Ну и вот так мы делаем несколько раз, пока лошадь не поймет, что да, там безопаснее, чем снаружи, и мы видим ее уверенность, и только тогда мы закрываем дверь. Back up. Now go forward. Trailer loading. Trailer loading. Come on, everybody. Rhythm. Pressure. A little more. The nose has got to go. Move her zones. Move her zones. There. Back up. Now everybody back up. 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 Wait. Let her come out. Now put her back in. This just drives most people crazy. Shut the damn gate! Let's see how long she'll stay. Wait. Now make a decision. Wait.
Now, put the pressure. John, now softly go over there and shut the gate. On three, everyone, yeehaw. 1, 2, 3. Yeehaw! Just give him a hand, man. Is that good? That's enough. That's enough. John, shut the gate. Потом Порелли решил, что вот эти две кобылки должны быть вместе, так как они всегда были вместе. But it's all the simple same guiding principle. What we got to do is put pressure on slowly and accurately. So И мы переходим к следующей Robin, лошади. go over and shut the gate. Just walk to his nose. Walk to his there. Back up. Back up. Now go shut the gate. You see what I mean? Shutting the gate is the purpose, but the principle of confidence is more important. Ну, опять же, вы поняли принцип всей работы, что происходит на данный момент. Robin, we need let her go around. Let her go around. Let her go around. Right there. Just all you need to do is just go like this a little bit when you wanted her to go. Okay. Rhythm. Yeah, good, Josh. Just like that. Nice and easy. Up and down. Up and down. Up and down more. That's enough. Let her make a decision. Let her go around. Let her go Как мы around, видим, let her go некоторым around. лошадям было очень легко зайти в эту бочку. Некоторые же все-таки были очень близки к табуну и не хотели разъединяться. Easy. More. A little bit more. Get that. Stop. Leave her alone. Good. We want. Но leave опять her же, alone. We want her to посмотрите, finish. насколько слаженно Leave her to работает команда, насколько спокойно все происходит. Up and down. Up and down. That's enough. We want her to finish. И какой грамотный подход к каждому моменту. Easy. Wait, let her think. Now change your mind. Change your mind. Don't move your feet, Todd. Move your stick first. Easy. Wait for it. Wait for it. Softly. Now move your sticks. Softly. Softly. More. That's pressure. Easy. That was too much. That's called pressure. Easy. You started moving your feet instead of your stick. No. So David. Вот здесь эта кобыла выбежала за пределы круга, что, в принципе, ничего страшного в этом не было. Просто для чего вообще стоят все эти люди, чтобы лошади были внутри, чтобы было просто легче с ними работать. I'm gonna see if I can get her to go over real slow. Easy, 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 easy. Move your stick. Easy. Move your stick. She's gonna go through you again. Move your stick. Two hands, David, like this. Flick it like this. Flick, flick. Easy. Now. Stop. Release. Let her think. No, don't put the pressure on. See how many of you went like this? Yeah. Yeah. This is why people have so much trouble trailer loading horses. Now I know that inflation. У каждого есть хлыст, которым он показывает свои границы. Это все равно, что когда лошадь лягает другую лошадь и показывает, что нет, это моя территория, не подходи сюда. Вот то же самое. Только люди находятся на одном месте и показывают эти рамки. То, что вот этот круг, здесь вы можете находиться, за пределы этого круга мы вас не пустим. Мы не преследуем эту лошадь, мы ничего такого не делаем, мы просто показываем эту рамку. То, что вот здесь вот нет, здесь стоп, здесь наша территория, твоя там, не подходи. И мустанги это прекрасно понимают, потому что это их язык. Мы ведем себя, как бы вели они себя. С помощью хлыста мы можем удлинить наше тело. Так как у нас тело идет вверх, а у них идет в длину, нам нужен хлыст, чтобы общаться, чтобы показывать свои границы.
То есть мы общаемся с ними на их языке. Either way, now, both of you, David, И Chris, опять же, мы не торопим Maya, лошадь. Мы все делаем постепенно. Все лошади разные, кому-то легко это дается, кто-то все равно чувствует себя оставленным от табуна, им страшно, поэтому иногда это занимает немного больше времени, чем с другой лошадью. У нас все заканчивалось ближе к 6. Никто не может предугадать процесс, насколько он будет That's it, длинным, David. так как каждая лошадь David, now, индивидуальна, и Amber, мы come. работаем грамотно. You almost Мы got не there. Leave it торопимся, alone. мы не хотим показать что-то быстро, какой-то быстрый процесс. Like Danny Thomas used to say, I just follow my nose. Gaia, Chris, the nose, toward, exactly. Okay, now, Gaia, toward the nose, toward the nose, toward the nose, toward the nose. Здесь все потихонечку начинают сокращать круг и направлять эту кобылу именно в бочку. There you go. Todd, walk next to Mackenzie. Put your hands on Chris. Gaia toward the nose. Gaia. Leave her alone. Everybody back up. Back up. Back up. И как только она back up, зашла, back все up, уходят. Back up. Все уходят, оставляют ее, чтобы она понимала, что вот там безопасно. We're trying to get these horses into a confident learning frame of mind. The nose, some people gotta be on the nose, some people gotta be on the tail, that's enough. Amber, go shut the gate. Итак, когда все лошади по бочкам, начинается перерыв, и эти лошади остаются в бочках где-то на пару часов. Им дают воду, и мы ждем продолжения после перерыва. После перерыва мы переходим дальше и начинаем более близкие отношения. Мы берем длинный-длинный хлыст, и на конце у нас пакетик. И что мы делаем? Мы начинаем играть с лошадью первую игру Борелли. Это называется дружелюбная игра, где лошадь должна не бояться пакетов, зонтиков, всяких вещей, предметов. Поэтому у нас длинный-длинный хлыст. Задача в том, чтобы лошадь привыкла к этому длинному хлысту с пакетиком. If you want to touch them on the withers or the hip. But you want to touch them with the middle of the pole, not the butterfly. Okay? You want to touch them right here with the middle of the pole. All right? If they want to touch you, they'll touch you with their nose. But don't touch them on their nose or their head. That's too personal. Okay? Good. Good. Pretty toward you. That looks really good, John. Isn't John doing a good job? They're all doing a good job. У каждого человека была своя лошадь, которую от первого до последнего дня этот человек оставался с этой лошадью. После того, как мы видим, что лошади начинают расслабляться, начинают понимать, что это безопасно, вот тут-то и появляется тот самый контакт, который мы ждали. То самое расслабление. И посмотрите, насколько лошади изменились, насколько не дикими они становятся. Next time that happens, put the stick farther over her and herd the horse towards you. Okay, like this. You know, if my horse, if I put the stick on that side, I can ask him to come closer to me. See, come around me, come around me, come around me, come closer to me, come closer to me. I'm putting that over there. Okay? Good. That's it. That's it. Kind of ease it down here. Make sure you don't get him striking at that. Не забываем то, что мы не просто гладим этими пакетами и этим хлыстом. Мы показываем, что он может шуршать, что он может махать, что он может быть на высоте, что он может быть там, где угодно. Giddy up by one section. Now touch it. Okay? Collapse your pole by another section, which means you're probably going to have to move your feet. There you go. Good. Collapse your pole with another section.
you go. Good. Good. То есть мы не пытаемся как-то смягчить весь процесс. Мы показываем, что да, вот она может вот так вот делать, она может вот так вот шуршать. Но при этом мы не бьем лошадь. Но мы показываем, что да, она вот может вот так вот размахнуться, пакет может вот так вот сильно шуршать. То есть мы должны это показать лошади. Полноценно показываем предмет. И это очень важно. Так как лошадь через маленький испуг, она пытается расслабиться, и она понимает, что ой, вот здесь вот нормально же все было. Ну ладно, ладно, расслаблюсь. Поэтому это очень важно именно показывать полноценно, что вот хлыст — это хлыст, что я могу взмахнуть им очень сильно, могу и просто им пошуршать. То есть это очень важно. Так как в любой момент, если пойдет что-то не так, или, допустим, если жеребец этот решит сагрессировать на этого человека, к примеру, то он легко может показать, что этот хлыст — это как его копыта, как его оборона. То есть он может ним вот так взмахнуть и показать, что вот нет, это моя территория, я тоже могу напасть. Поэтому очень важно показывать как и рамку собственного пространства, так и зону комфорта. Мы уже пытаемся контактировать с лошадью и показать ей, допустим, куда нам повернуть, куда мы хотим ее направить, хотим ли мы ее остановить, или мы хотим просто ее погладить этим хлыстом. То есть это уже контакт. И лошадь начинает думать, и тем самым потом она начинает расслабляться, понимает, что это лишь средство общения, а никак не нападение, а коммуникация. Что ж происходит теперь? Когда лошади привыкли к длинному хлысту и пакету, мы переходим к обычному хлысту. У нас это называется carrot stick. Я буду его называть хлыст, чтобы вам было более понятно. Мы переходим к обычному хлысту, тем самым мы приближаемся к лошади намного ближе. То есть процесс остался таким же, но визуально мы приблизились к лошади. Но так как лошадь воспринимает это как то же самое, получается так, что рука-то ближе стала к лошади. И вот так вот постепенно, потихонечку мы приближаемся к нашим мустангам. And so then I went over and I rubbed him. And he's a little kid. I rubbed him with a little paintball. And then guess what? I went in. И после того, как лошади привыкли и к обычному хлысту, Пирелли достает специальные палки длинные, на которых привязана веревка. Эти палки предназначены конкретно для мустангов, когда их ловят. Эта длинная палка имеет крючок на конце, и это помогает закрепить веревку и набросить ее как петлю на шею. What do you think, guys? Are they doing a good job? Lock your elbows like this, okay? And wait. The moment, ready? Watch my horse. I'm not gonna pull the reins, but I'm gonna do with my body. Okay? And they just won the Bermuda of the ATHN Bermuda Award. Turn around and show me a bucket. Get your coat out of the way. So we're gonna put it in the magazine. Recreational, breeders, different breeds. Yeah, be careful. Yeah, be careful. You can lean on that little pole. If you have that pole in there very long, Josh, if that pole is on it, he'll underneath. Let's move those out. Good. Yeah.
You lift right hand from the back side and over like this. Push, lift it up in the air, push it over, and now lay it over his ears. Lay it forward, push it forward. Push. You have it, but then you took too long. I'm just trying to get you to see a different angle. Опять же, эти веревки, которые находятся на шее, на них есть специальный круг. Почему мы используем именно этот металлический круг, а не просто веревку? Так как если мы затягиваем, этот металлический круг не дает лошади задушиться. Поэтому если лошадь вдруг начинает идти назад, и мы начинаем натягивать веревку, то как только мы ее отпускаем, это железное кольцо не дает ей затянуться. That's why I don't like it. I want you to learn this technique of thinking. Why don't you just take the halter off and then start. No, just drop it. Remember that. Lean forward, it's dropping away. Lean back. Remember, let this hand pull the slack. Use a 22-foot long rope made out of greenhide, which is kind of like rawhide, but they call it greenhide. And he showed me how to do this little, some people call it Jeffrey jerks, these little pulls. So what I'm going to do is I'm going to have you reach down that thing, lock your elbow, and just give a slight little, just out to that angle, right there, that angle, and just give, that's enough. Easy. Now get on this, whatever side he's on, let it slide. Don't get into a tug anymore. Okay? So you need to get out at an angle at about 45 degrees. This way, then that way, then this way. Okay? То есть цель этого всего, чтобы лошадь понимала, что есть, что такое давление, и что с помощью вот этой веревки на шее человек может потянуть лошадь на себя. Это уже давление. Лошадь должна уступить. То есть мы не пытаемся их тянуть и пробовать их как-то повести за собой. Мы просто для начала показываем, что мы можем разворачивать лошадь с помощью себя. То есть лошадь должна развернуться, разворачиваться, допустим, что влево, что вправо, с помощью нас, уступая нам это давление. То есть мы учим лошадей принимать и отпускать это давление. Then a really great idea they come up with the Mustang was still, as the crow flies, we could hear the people talking. They could hear us talking because it was so steep. But we were riding them on the second day. But on the fifth day we rode outside, went out and did a trail ride. Look over here. There, that's the angle. That's good. John's been through this program before, but I wanted to see the little bump that he gave her is the right bump. Easy again, go for it, John. There. You see how he puts a little feel and then a last little oomph on it? A little feel, then oomph. A little feel, then oomph. Okay, that's what Kel Jeffrey did. Kel Jeffrey was a 65-year-old man. He had never ridden a horse. He went out there and the ringers. То есть мы просто нарабатываем доверие к лошадям. На этом наш первый день закончен. Всем спасибо, кто смотрел. Я надеюсь, вам было интересно узнать, понаблюдать то, что делала команда Парелли и Парелли. Впереди у нас еще второй и третий день. Видео будут намного короче. Я надеюсь, что кому-то будет интересно посмотреть, что было на втором и на третьем дне. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.